Приветствую, друзья! Сегодня у нас на обзоре обновленная модель проектора Twinger X21. Ранее выходила версия проектора X20 с разрешением 800 на 600, хорошей цветопередачей и настроенной гаммой прямо с завода. И вот вышла обновленная модель X21. Обе модели имеют аналоговый TV-тюнер для просмотра аналогового кабельного TV, если такую услугу предоставляет ваш провайдер. Что же изменилось? Разрешение теперь 1280 на 720 пикселей. X21 это полноценный HD проектор. Повысилась яркость, добавили поддержку кодека AC3 в базовую версию. Теперь можно смотреть большинство видео прямо с флешки или внешнего жесткого диска, а также карту памяти microSD. На цене это сказалось не сильно, а вот качество картинки возросло заметно. Начнем с комплекта поставки. Проектор идет в симпатичной коробке белого цвета. Внутри он четко зафиксирован и защищен от ударных воздействий. В коробке находится сам проектор, шнур питания, кабель для подключения видеосигнала AV, пульт дистанционного управления, батарейки в комплект не входят, болтик регулировки Кейстона, салфетка для ухода за оптикой, инструкция на русском языке. Ребята из Китая позаботились о нас, выпуская продукт, переведенный на русский язык, что довольно приятно. Проектор выполнен в черном цвете. На передней панели расположен объектив с удобной защитной шторкой и первый датчик инфракрасного порта для пульта дистанционного управления. На верхней панели проектора находятся кнопки органов управления. Есть индикатор режимов работы проектора. В процессе ожидания он красный. В работе меняет цвет на синий. Ближе к передней панели находится кольцо фокусировки изображения. Ход у кольца фокуса средний, местами даже несколько тугой. Регулятор оптического Кейстона расположен на задней панели в виде переключателя, имеет довольно малый ход. Рекомендую установить среднее положение и больше его не трогать. Сам проектор располагает перпендикулярно проекции, дабы снизить мыло по углам к минимуму. С одного бока проектора расположена вент-решетка системы охлаждения проектора. С другой стороны проектора расположен динамик, вход HDMI, аналоговый вход AV для подключения старых приставок, DVD или видеомагнитофона, выход на наушники, USB вход для флешки или жесткого диска и вход для microSD карты и еще одна решетка системы охлаждения проектора. На задней панели проектора находится второй капор для управления с пульта, антенный вход для подключения кабеля для просмотра аналогового эфирного телесигнала. Этот проектор может работать как телевизор. Настраиваете один раз каналы, проектор их запоминает и просто смотрите как телевизор, переключая каналы с пульта. Далее у нас аналоговый вход VGA для подключения ПК или ноутбука. Ниже тот самый регулятор Кейстона, который надо поставить в среднее положение и больше не трогать. И вход для подключения шнура питания. В левой части задней панели еще одно отверстие системы вентиляции. Данная модель проектора поддерживает кодировку звука в AC3 прямо из коробки. Большинство скачанных фильмов работают со звуком. Можно смотреть прямо с флешки или внешнего жесткого диска, а также карту памяти microSD. Учитывая небольшую стоимость данного проектора, компактный размер и симпатичный дизайн, возможность смотреть мультфильмы или фильмы с флешки понравится многим. Пульт у проектора компактный и удобный. Работает от двух мизинчиковых батареек формата 3А. Пульт довольно удобный, все основные функции присутствуют, есть и кнопки для переключения каналов встроенного TV-тюнера. Технические характеристики проектора Twinger X21. Проектор выполнен по технологии 1LCD. Разрешение матрицы 1280 на 720 точек. Яркость порядка 150-200 ансилюмен, что достаточно для комфортного просмотра контента на диагонали в 70 дюймов. Сам проектор довольно компактный, размерами 22 на 16 см и высотой 8 см. Масса проектора чуть больше 1 кг. Шум проектора вплотную составляет 48 дБ. На расстоянии полуметра от проектора 30 дБ. И на расстоянии 1,5 метров от проектора шум составит 28 дБ. Данные показатели шума в пределах нормы для этого класса проекторов. Тембр шума не раздражает и легко перекрывается встроенным динамиком. При подключении внешней акустики шум работы проектора становится незаметен. Пример работы встроенного звука и уровень шума можно посмотреть и послушать по ссылке в комментариях под этим обзором. Записал два отрывка из фильмов на проекторе X20. Шум и динамики у этих проекторов идентичны. Теперь посмотрим меню проектора. Оно стандартно для такого типа устройств. Встроенный плеер позволяет смотреть видео, устраивать слайд-шоу из картинок, прослушивать музыку или читать текст. Кодек AC3 данная модель проектора поддерживает, что довольно удобно и многим придется по вкусу.
Далее перейдем к настройкам проектора. В разделе «Настройки изображения» можно выбрать готовый пресет картинки – стандартный, мягкий, пользовательский или яркий. Последний режим изменяет гамму проектора и подходит для просмотра днем с закрытыми шторами или при включенном небольшом освещении. Далее можно выбрать оттенок изображения – холодный, нейтральный и теплый, а также самому настроить цветовую температуру проектора. Есть регулировка соотношения сторон проекции. Для большинства контента подходит режим 16:9, для ретро-игр подойдет режим 4:3. Ниже идут настройки шумоподавления картинки, настройка для установки положения проектора и возможность уменьшить проекцию на 25% со 100 до 75. Закладка «Звук» позволяет выбрать готовый пресет для звучания встроенного динамика. Настройка автогромкости, которая выравнивает звучание голоса и громких звуков в фильмах. Она нужна для просмотра в вечернее время. Настройка изменения звука. Далее идет опция установки таймера на выключение. В последней закладке можно изменить язык меню проектора, есть русский язык. Сброс к заводским настройкам, настройка прозрачности меню и установка новой прошивки проектора. Тестирование проектора на примере тестовых изображений Бурож можно посмотреть в предыдущем видео, а сейчас мы перейдем сразу к тестам YouTube и плавного видео в 60 fps. Диагональ проекции 70 дюймов, это порядка 180 см. Расстояние от проектора до экрана 210 см. На мой взгляд, это оптимальная диагональ для проектора с такой яркостью и разрешением для комфортного просмотра. Но вы можете сделать и больше. Как видите, картинка плавная, достаточно четкая и яркая, цвета насыщенные. Смотреть комфортно, при длительном просмотре глаза не устают. Как уже отмечал в предыдущем видео, у проектора Toyinger X21 гамма настроена хорошо прямо с завода, что позволяет увидеть все детали в цветах и в тенях. Обычно у 1 LCD черный завален и часть деталей картинки вы не увидите. Особенно это становится заметно в темных фильмах и во многих современных играх. Если вы еще не смотрели сравнение настройки гаммы X21 и T4 Mini, то обязательно посмотрите, все очень наглядно. Ссылка на ролик в подсказке в этом обзоре и будет продублирована в описании под видео. Сейчас мы посмотрим несколько фрагментов из демороликов для тестов телевизоров в торговых залах. Все они сняты с максимально доступным качеством. В них яркие насыщенные цвета и отличная яркость изображения. Проектор Toyinger X21 хорошо передает эти яркие оттенки и красивые цвета, которые вы сейчас и наблюдаете на своих экранах. Картинка отличная, а 60 fps добавляет плавности и создает эффект присутствия. Ночные панорамные сцены городов и огней выглядят очень интересно. Панорамные кадры природы и пейзажи выглядят лучше на Full HD проекторах, потому что в них видно больше деталей. Животные выглядят отлично и на HD проекторах, мех и шерсть довольно хорошо проработаны. По сложившейся традиции в тестах присутствуют ролики с канала Якоба и Кэти Шварц, где очень много красивых съемок животных, людей и разных стран. На примере ролика, снятого в Болгарии, мы видим, что оттенки кожи проектор передает очень хорошо. Люди выглядят естественно, с цветом одежды, украшений и косметики тоже все в порядке. Они яркие и насыщенные. YouTube на проекторе Toyinger X21 показывает довольно хорошо. Еще такой момент. Некоторые старые версии прошивки проектора не позволяют смотреть файлы, вложенные в папки, а запускаются только из корня флешки внешнего жесткого диска. Надо просить прошивку у менеджера магазина и указать модель вашего проектора X21 или X21A. Большинство проекторов уже с установленной новой прошивкой, но возможно вам попадется проектор со старой версией прошивки, как было у меня. Ничего сложного. Скидывайте прошивку на флешку, выбирайте пункт меню для обновления прошивки и далее прошивка обновляется. Проектор перезагружается. С обновленной прошивкой проектор может без проблем воспроизводить файлы из папок. Переходим к тестам видео на примере фильмов и игр. Сейчас вы можете видеть, как выглядит интерфейс консоли Xbox One S и Microsoft Store. Весь текст читаем, без проблем можно играть в игры, читать субтитры и информацию по играм в магазине. Небольшое замыливание в углах присутствует, но это не мешает чтению текста и характерно для всех 1 LCD проекторов с похожими размерами корпуса и оптики. Хотя бывают экземпляры, где с этим похуже и есть где получше. X21 я бы отнес ко второй категории, где получше. Прямо сейчас мы посмотрим трейлер к новой игре компании CD Projekt Red, которую выпустили 5 лет назад нашумевший Ведьмак 3, пользующийся успехом до сих пор. Новая игра создана по вселенной настольных ролевых игр. Называется Cyberpunk 2077. Лучше всех игра оптимизирована для персональных компьютеров. Но и после патчей на консолях тоже можно хорошо играть.
Вид от первого лица способствует погружению в историю. Звук Dolby Atmos позволяет нырнуть в атмосферу ночного города, дождя и неоновых огней. Колоритные проработанные персонажи. Огромный город, в котором можно исследовать каждый закоулок. Отличная история и свобода действий персонажа. Вариативность прохождения миссий. Все это делает Cyberpunk 2077 очень увлекательной игрой. После патчей на базовых консолях игра идет хорошо. За 20 часов игры особых багов и глюков мне не встретилось, так что рекомендую. Игра очень увлекательная, можно играть часами напролет, исследуя город будущего и его нравы. Ace Combat 6 вышла в 2006 году для консоли Xbox 360. Сейчас запущена по программе обратной совместимости на Xbox One S. Отличная игровая серия воздушных боевиков от Namco, берущая свое начало еще на первой PlayStation в 90-х годах. До сих пор выходят новые игры серии. Совсем недавно вышла 7-я часть. Особенность этой игровой серии – зрелищные воздушные бои с применением ракет и пулемета для уничтожения всевозможных воздушных и наземных целей противника. Графика традиционно хороша. И, несмотря на солидный возраст, до сих пор смотрится отлично. На проекторе Toyinger X21 картинка на 70 дюймах детальная, все параметры и характеристики хорошо читаются, яркости достаточно. Экран большой, погружение полное и играть одно удовольствие. А вот уже платформер от Ubisoft под названием Rayman Legends. Отличный, яркий и веселый платформер для любого возраста. В эту игру здорово играть вместе с друзьями. Проектор X21 хорошо передает стремительный геймплей, благодаря невысокой задержке проблем с прохождением сложных мест на уровнях не возникает. Цвета яркие, картинка насыщенная, четкая, с хорошей детализацией как в цветах, так и в тенях. На большой диагонали эффект погружения в игру очень хороший. Теперь посмотрим, как проектор Toyinger X21 справляется с ретро-играми и разными вариантами подключения старых консолей. Сначала мы подключим Retro Genesis HD аналоговым SD-входом через специальный переходник, идущий в комплекте с проектором и композитный шнур. Картинка на 70 дюймах несколько мыльновата, но при этом выглядит явно лучше, чем на современных LED-телевизорах большой диагонали, где картинка становится совсем мыльной. Если уменьшить диагональ до 50 дюймов, то можно довольно комфортно играть с сохранением четкости картинки на старых приставках из 90-х и 2000-х годов. Это 8, 16 и 32 бит. И далее до PlayStation 2 и Xbox Original. На примере двух классических игр для Sega Aladdin и Comix Zone мы видим хорошую работу старых приставок на проекторе X21 при аналоговом подключении. Картинка напоминает ту самую мягкую LT-картинку с плавными границами объектов и без резких пикселей. Эти игры были и остаются настоящими хитами приставки от Sega. Теперь посмотрим цифровое подключение по HDMI. Картинка стала заметно четче. Можно спокойно играть и на 70 дюймах, все выглядит очень хорошо. Задержка у проектора небольшая, поэтому даже в таких быстрых играх как Sonic никаких проблем с прохождением не возникает. Играть комфортно. Картинка яркая, четкая, цвета насыщенные. В проекторе есть режим соотношения сторон 4 к 3, чтобы пропорции картинки не искажались, что для старых приставок очень удобно. Игровая классика 90-х, Червяк Джим, Mortal Kombat 2, Road Rash 2. Сколько часов эти игры были отыграны в далекие школьные годы, уже и не счесть. Да и сейчас можно с большим удовольствием поиграть во все эти хиты, с комфортом и на большом экране. Такие большие диагонали в те годы были просто недоступны, а сейчас благодаря таким проекторам, как X21, любой геймер может позволить себе сыграть на большом экране на ретро-приставках. Для этого отлично подойдет в том числе NES и SNES Mini, которая тоже имеет выход HDMI, или любой ноутбук или ПК с выходом HDMI на видеокарте и установленными эмуляторами старых систем. Разрешение матрицы 720p хорошо подойдет и для консоли седьмого поколения PS3 и Xbox 360. Большинство игр на этих консолях как раз идут в разрешении 1280 на 720, поэтому будут выглядеть на проекторе X21 отлично. Хорошая передача деталей в тенях очень пригодится в играх. Считаю это большим плюсом этой модели проектора. Вот мы и добрались до фильма. Открывает наш импровизированный кинотеатр фрагмент художественного фильма «Крепкий орешек 2», который снял Ренни Харлин в 1990 году. Всем известный Джон Маклейн в очередной раз утирает нос всей местной полиции и аннигилирует всех плохих парней оптом и в розницу. Вместе с первой частью это один из так называемых рождественских фильмов для взрослых. Проектор Toyinger X21 хорошо справляется с характерной рыхловатой картинкой старой пленки
и адекватно передает темные сцены, все детали хорошо видны, дополнительно подстраивать ничего не нужно. Еще одна картина с Брюсом Уиллисом, на этот раз «Пятый элемент» Люка Бессона, снятый в 1997 году. Довольно эксцентричная фантастическая лента, в которой снялась обаятельная Мила Йовович. Живая классика 90-х, разобранная на цитаты. Все мы помним крылатую фразу «Лилу Даллас мультипаспорт». Милое дело спокойным вечером пересмотреть этот фантастический фильм и вновь испытать все те приятные эмоции, что он вызывал когда-то при просмотре. В плане картинки у X21 здесь тоже все отлично. А это уже другой герой боевиков Арнольд Шварценеггер в фильме «Хищник» от режиссера Джона Мактирнана, снятый в 1987 году. В детстве этот фильм все мальчишки смотрели с открытым ртом, наблюдая, как бравый командир специального отряда «Дач» отправляется на спасательную операцию по освобождению пленных и попадает в жесткий переплет с инопланетным охотником. Джунгли, скрытая угроза, выслеживание хищника и финальная схватка. Все это сильно впечатляло нас в те годы. Да и сейчас фильм смотрится с интересом и долей ностальгии. В этом тесте видео брал не с Blu-ray диска, а напрямую с онлайн-сервиса. Качество картинки может быть не самым максимальным, потому что битрейт в онлайн-рипах довольно небольшой, ради экономии места и пропускной способности серверов. И снова железный Арни в центре событий. На этот раз очередная классика от Джеймса Кэмерона «Терминатор» 1984 года выпуска. По жанру это экшн-триллер, снятый по большей части в атмосфере ночного тумана и смога большого города. Эта картина продвинула в свое время Кэмерона вверх, как режиссера, и на следующие фильмы студии уже не жалели бюджетов. Образ неумолимого киборга Т-800 стал для Шварценеггера одним из самых узнаваемых, как и постер для первого фильма. Что интересно, в детстве посмотрел сначала вторую часть фильма на видео, а на первый фильм сходил в кинотеатр. Не зная заранее сюжета первой части, словил небольшой диссонанс от роли Арни в первой части после просмотра второй. Если у вас была похожая история, поделитесь в комментариях, обязательно обсудим. Цвет, детали, общая картинка. С этим X21 справляется отлично, никаких претензий. Это был взрослый контент. Пора обратить наш взор, на что способен этот проектор для детской аудитории. И тут, конечно же, все отлично. Мультфильмы проектор TOYINGER X21 показывает хорошо. Цвета яркие, насыщенные, сохранение всех деталей. Хорошо выглядит как трехмерная анимация, смоделированная в графических студиях, так и классическая рисованная анимация. Дети будут в полном восторге. Да и взрослые вместе с детьми смогут ненадолго окунуться в детство и посмотреть любимые мультфильмы всей семьей. Учитывая то, что проектор X21 можно легко установить и быстро настроить, импровизированный сеанс просмотра мультиков можно организовать в любой комнате. Поддержка кодека AC3 здесь только на руку. Достаточно вставить флешку с мультиками, настроить фокус и начать просмотр. Удобно еще и то, что проектор легко убрать после мультсеанса, просто поставить его на полку. Компактный размер относительно более старших собратьев этому способствует. Подведем итоги. Проектор TOYINGER X21 – хорошее приобретение для семейного и личного досуга. Проектор хорошо подойдет для детской. На нем отлично смотрятся фильмы, сериалы, мультики или эфирное ТВ на диагонали до 70 дюймов. Картинки вопросов нет. В играх задержка комфортная, субъективно не ощущается. Компактный размер, удобная шторка объектива, хорошая цветопередача и правильно настроенная гамма прямо с завода, позволяющая видеть все детали в цветах и в тенях, являются отличительными особенностями этого проектора. Поддержка кодека AC3 тоже идет в плюс и отлично сочетается с компактностью и простотой использования X21. Возможно, кого-то заинтересует наличие аналогового TV-тюнера, если ваш провайдер предоставляет по кабелю аналоговые каналы эфирного вещания. Этот проектор можно настроить на показ эфирного аналогового ТВ и смотреть как телевизор, переключая каналы пультом управления. Шум проектора довольно комфортный, перекрывается даже встроенным динамиком. Цена на данный момент вполне доступна и находится в районе $80. Ссылка на магазин и продавца находится прямо под видео. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, оставляйте пожелания и вопросы в комментариях. Ваша поддержка очень важна для развития канала. Далее вас ждут новые обзоры, кликайте на превью и смотрите новые тесты прямо сейчас. Спасибо, что остаетесь на канале.